Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС. Как так получилось при отсутствии главных газовых артерий? Санкции не работают? Давайте мы чуть подробнее скажем, о чем вообще идет речь. РИА Новости выпустили, что характерно, новость, в которой сообщили, что Россия, по данным Евростата, обработанным РИА новостями, стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский Союз, действительно, с весны 2022 года. А точнее, впервые с 2022 года. Почему-то они пишут с весны 2022 года, ну, допустим. И данные эти касаются поставок в сентябре, то есть как они посчитали? Они взяли и посчитали в денежном выражении. Мол, европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Помните, наш газ очень дешевый. Примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% на трубопроводный газ. Ну, учитывая, что в этом году мы, скорее всего, поставим где-то 30-33 миллиарда кубов по трубам в страны Европейского Союза и около 20 миллиардов кубов в виде СПГ, ну, то на то и приходится. Вот. То есть соотношение вот такое, то есть 20 на 30. Ну, здесь вот 40% на 60%. Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком голубого топлива в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовской 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%. Вот, на втором месте у нас, вы не поверите, Алжир. С объемом, ну, в общем, объемы поставок из этой страны сократились, запомним это, на 15%. В денежном выражении они там тоже считают более миллиарда долларов. США в сентябре нарастили продажи на 21% до 990,2 миллиарда евро, поднявшись на третье место с пятого. Ну и Норвегия осталась четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% до 975 миллионов евро. А вот Великобритания, которую зачем-то вслед за Евростатом обозначают в качестве поставщика, это реэкспортер газа, то есть туда газ заходит и реэкспортируется в Европейский Союз. Сама Великобритания, в общем, мягко скажем, нетто-импортер газа, ну да бог с ним. В общем, Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала в 2,4 раза и стала пятой. Ну, в общем, почти там чуть более 400 миллионов евро. Итак, давайте еще раз зафиксируем. Россия на первом месте, потому что наш газ очень дешевый, вы помните об этом. 1,4 миллиарда евро по сообщению РИА Новости со ссылкой на Евростат. То есть мы здесь, к сожалению, РИА Новости не дали ссылки на данные Евростата. Я вот стараюсь у себя в телеграм-канале, если что-то обсуждаю по поводу Евростата, давать соответствующие ссылки на первичную статистику, чтобы можно было зайти и посмотреть. Но, видимо, тут люди боятся, что кто-нибудь коварно зайдет и узнает источник их мудрости и перейдет со страницы со страницы РИА Новостей на страницу Евростата, и таким образом, знаете, а, снизит количество просмотров. Я не знаю, почему не ставить ссылки, но, в общем, они не поставили. Мне было бы интересно посмотреть, на что они опираются, потом надо будет поискать, посмотреть. Но что я уже вижу? Я уже вижу следующее. Здесь опора идет на деньги. Исключительно на деньги. Если поговорить о них и говорить про сентябрь, то в сентябре поставки из Норвегии и из Алжира сокращались. Прошу прощения, я же обещал вам еще раз зафиксировать. Значит, 1,4 миллиарда из России, 1,1 миллиарда из Алжира, ну и так далее. В общем, и далее идет сокращение. Так вот, да, США 990 миллионов, Великобритания, вот это 400, прошу прощения, Норвегия 975 миллионов и Великобритания 429 миллионов евро. То есть это что же? Это мы обогнали Соединенные Штаты, мы обогнали Норвегию, мы обогнали Алжир. Красота. Просто неописуемая.
Правда, если посмотреть на физические объемы, мы увидим, что примерно, еще раз подчеркиваю, примерно, из России пришло в Евросоюз в сентябре 2024 года около 4,5 миллиарда кубических метров. По трубопроводам поставлялось где-то 670-680 миллионов кубов в среднем, там плюс-минус. Ну и где-то 1,5 миллиарда кубов было поставлено, 1,5 миллиарда кубов было поставлено в виде СПГ. Да, когда я говорю про 670-680, я говорю про недельные объемы. Понятно, что не ровно 4 недели в сентябре, поэтому там еще чуть-чуть докидываем, ну и получаем примерно 4,5 миллиарда кубов. Вот, 4,5 миллиарда кубов это, безусловно, неплохо, но если посмотреть на поставки из Соединенных Штатов, точнее с американского направления, где доминируют поставки из США, там где-то еще 100 миллионов там из других направлений идет, но вот в основном доминируют Соединенные Штаты, то оттуда было поставлено примерно 3,9 миллиарда кубов с американского направления. Ну и из этого объема где-то 3,8 миллиарда это вот Соединенные Штаты. Меньше, чем из России. Меньше, чем из России. Но вот если посмотрим на Алжир, там тоже меньше, чем из России. Притом в сентябре проводились, видимо, проводились какие-то работы, потому что шло резкое, притом резкое, совпадающее с графиками поставок за предыдущие годы сокращение поставок. И потом возврат к прежним значениям. Притом из Алжира поставлялось даже меньше, в среднем меньше 500 миллионов кубических метров. В отдельные недели было более 500 миллионов, но чаще всего менее 500 миллионов кубов. Далее, Норвегия. И вот тут надо заметить, что в Норвегии действительно сокращались поставки. Точнее, из Норвегии сокращались поставки. Опять же, там плановые ремонты и все такое прочее. Но при этом они довольно быстро вернулись к первоначальным значениям, и из Норвегии в неделю идет более 1 миллиарда кубов. А в среднем там идет где-то, ну, 1,3 миллиард, 1,5 миллионов. То есть из Норвегии, ну так, по грубым подсчетам, в абсолютных значениях, не в денежном выражении, а в миллиардах и в миллионах кубических метров пришло больше, чем из Российской Федерации. И самое интересное, что Норвегия, ну, опять же, при грубом, таком беглом осмотре Норвегия все еще остается крупнейшим поставщиком, потому что, а почему бы и нет? Из Норвегии в год в Европу, ну, точнее, из Норвегии в целом экспортируется порядка 120 миллиардов кубов. В какие-то годы чуть меньше, в какие-то чуть больше. Разброс порядка там 5, максимум 10 миллиардов кубов бывает. Ну, вот где-то так, 120 миллиардов кубов экспортируется. Основной покупатель – это Европейский Союз. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. И априори, даже если мы предположим, что в этом году мы более 50 миллиардов кубов поставим в страны Европейского Союза по трубопроводам и в виде СПГ, Норвегия поставит больше. Она поставит больше, потому что, ну просто без шансов. Она уже поставила больше, даже если мы, не знаю, включим северные потоки, точнее одну оставшуюся ветку Северного потока-2, если Ямал-Европу задействуем, ну и в декабре будем качать по максимуму, мы не обгоним Норвегию, она уже вышла на первое место. Просто потому, что есть пропускная способность суточная, есть пропускная способность, ну, в годовом выражении. Вот даже с учетом там, максимальной суточной пропускной способности тех артерий, которые физически можно было бы задействовать для поставок в Европейский Союз из России, мы не сможем обогнать Норвегию. Норвегия поставляет больше. Откуда же вот эта вот величина взялась? Вот это, что Россия обогнала в денежном выражении, как-то так получилось. В мае в последний раз она опережала вообще всех. А потому что наш газ, как известно, страшно дешевый. Он очень дешевый, он ультра-мега-гипер дешевый наш природный газ, поставляемый из Российской Федерации. И вот, понимаете, отказались от ультрадешевого российского природного газа, перешли на ультрадорогой какой-то другой газ.
Лидирует в поставках Норвегия, но все смотрят на США. Ой, смотрите, из США газ идет. Ну, здорово, что газ идет из США. Правда, лидер поставок все равно Норвегия. Это крупнейший поставщик газа в страны Европы в целом, включая Великобританию. Ну, вот, Соединенные Штаты Америки, мягко скажем, ну, они, оттуда много идет газа, но лидером это направление назвать невозможно. Никак, абсолютно. И тут возникает вопрос. Погодите, то есть получается что? Из России где-то 4,5 миллиарда кубов было поставлено, и эти 4,5 миллиарда кубов стоили 1,4 миллиарда долларов. А давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы откроем, вот прямо сейчас, прямо здесь, и все вы можете это сделать. Давайте мы откроем такую замечательную штуку, как калькулятор, и разделим. Разделим, просто возьмем и разделим, и получим, ой, какой страшно дорогой у нас газ. Ух ты! Я, правда, подозреваю, что ближе к 400, там порядка 350-400 долларов должно было бы получиться. Ну вот если мы берем 4,5, то более 300 долларов за 1000 кубических метров. Притом заметим, что наши контракты пересчитываются с лагом в 1 квартал, то есть на цену российского газа оказывало влияние цена газа, биржевая цена газа, которая сформировалась во 2 квартале 2024 года. Смотрите, логика какая. Есть долгосрочные контракты. В них прописывается формула цены. В них не прописывается цена газа. В них прописывается формула цены. То есть формула, в которой есть некие значения, которые нужно подставить. То есть, например, формула, в которой учитываются фьючерсы на месяц вперед на бирже TTF, там спотовые котировки, форвардные котировки там на полгода вперед в какой-то пропорции. Берутся средние значения за квартал, подставляется формулу, обсчитываются и получается цена российского газа на следующий квартал. Вот такая логика. Второй квартал действительно был довольно сложный с точки зрения цен. Там они снижались, и это позволило, и под ценами обычно мы будем иметь в виду биржевые котировки, разумеется, биржевые котировки. Они снижались, и это позволило даже ряду экспертов говорить о том, что ну все, ребят, что вы тут рассказываете? Ну, кончился кризис. Видите, цены какие? Ну все. Кризис кончился. Что вы там вообще рассказывали? Кризис какой-то, без российского газа отлично живется. Оказывается, нет, не отлично живется без российского газа. Цены потом хопа пошли вверх. Сейчас они уже, вот в данный момент, когда мы записываем этот ролик, они превышают, по крайней мере, фьючерсы на месяц вперед. Превышают показатель в 500 долларов за 1000 кубических метров, что не является какой-то шокирующей величиной, если учесть инфляцию. То есть подобные цены уже были, скажем, лет 10 назад. Опять же, ну, с учетом инфляции. Там было 400-450 долларов за 1000 кубических метров. Ну вот, хопа, сейчас 500 с лишним долларов за 1000 кубических метров. Это примерно то же самое. Даже, может, меньше, чем газ стоил вот лет 10 назад. Но уже тогда ныли, что, мол, газ дорогой, ай-яй-яй-яй-яй, какой кошмар. С этим надо что-то делать, надо развивать биржевую торговлю, чтобы сбивать вот эти ужасные цены, привязанные к нефтяным котировкам и к корзине нефтепродуктов. Ну что ж, добились, все долгосрочные контракты были изменены, и формула в этих контрактах была изменена с нефтяной привязки на биржевую привязку. Российские контракты тоже были изменены таким образом, то есть нефтяная привязка была заменена биржевой привязкой. Что-то пошло не так? Ну, видимо, да, что-то пошло не так. То есть для нас сейчас важно понять две вещи. Первое, с точки зрения абсолютных показателей поставок из России, мы вряд ли можем считаться лидером, все-таки лидер Норвегия, даже в сентябре. Не намного опережает она, конечно, Российскую Федерацию, но тем не менее она все еще лидирует. С точки зрения денег, если наши контракты вот таким вот образом интересным сложились, то, ну что ж, я поздравляю всех участников. Я поздравляю всех участников, но я подозреваю, что у этих участников газового рынка Европейского Союза просто несколько отличаются принципы ценообразования. У ряда этих участников отличаются контракты и лаг временной с пересчетом цен. То есть, если это поставки в рамках долгосрочного контракта, вы можете не раз в квартал пересчитывать цену,
а с лагом, точнее, прошу прощения, не с шагом в квартал, а с шагом в полгода пересчитывать цену. И тогда на цену вашего газа будет влиять не предыдущий квартал, который вот тут только-только закончился, а предпредыдущий квартал. То есть не второй в отношении третьего, прошу прощения, а первый будет квартал влиять на цену, точнее, показатели первого квартала будут влиять на цену, которая будет по вашим контрактам вот в третьем квартале. То есть о чем говорит, по сути, вот этот рейтинг с ценами? Да ни о чем. Извините, пожалуйста, вот я долго-долго вам что-то тут говорил, чтобы сказать, что этот рейтинг не говорит, по сути, ни о чем, ну, кроме того, что наш газ очень дешевый. Да? То есть, исходя из этой логики, из Норвегии пришло газа больше, чем из России, но заплатили за него меньше, чем за газ, который поступил из России. Это потому, что наш газ дешевый. Из Соединенных Штатов Америки привезли газа, ну, меньше, чем из России, но пропорционально не настолько меньше его привезли. То есть там, ну, 3,8, хорошо, даже если 4,5, это я округлил в сторону повышения. Ну, разница все равно там в 700 миллионов кубических метров. А разница в цене где-то в 500 миллионов долларов. Ух ты. Это, наверное, опять же, потому что российский газ гораздо дешевле того газа, который поступает из Соединенных Штатов. Правда? Или же мы здесь видим пример того тезиса, подтверждение того тезиса, который мы неоднократно озвучивали в своих роликах на этом канале. А именно, российский газ продается в рынке. Да, цена на него может быть в какой-то период времени меньше, в какой-то период больше, но это не кратная разница. Это относительная дешевизна в конкретный период времени. У СПГ есть наценка, но эта наценка тоже не некая шокирующая. Боже мой, ни в коем случае мы не будем покупать этот газ, он слишком дорог. Нет, она не шокирующая, она сделана таким образом, чтобы все-таки СПГ был конкурентоспособен по сравнению с трубопроводным газом. Иначе эта игра вообще не стоит свеч. И причем тут май 2022 года, на который вот ссылается РИА Новости. В мае 2022 года российский газ был дороже, чем газ, который можно было купить через биржу. Не фантастически дороже, где-то долларов на 50, ну, учитывая, что цена там, нашего газа была где-то $1000, а цена газа на бирже, биржевые котировки, по сути, были где-то $950 за 1000 кубических метров. Ну, вот такая была разница. Но наш газ был дороже. Что, кстати, привело к тому, что его стали закупать по минимуму. То есть контракт позволяет вам минимизировать закупки. Ну, потому что вам сейчас газа много не надо. Этот газ просто дороже альтернатив, которые у вас есть в распоряжении. И вы в рамках действующего контракта закупаете минимальный возможный объем и максимизируете закупки из других источников. Ну, раз финансово это вам более выгодно. Вот так. То есть, когда вы видите подобного рода рейтинги, обращайте внимание на единицу измерения, в рамках которой этот рейтинг построен. Если это доллары, ну, неплохо было бы знать, ну, точнее как. Если это рейтинг в долларах, неплохо было бы знать, а за какой объем. И тогда неплохо было бы, ну, мне так кажется, взять, допустим, показатели абсолютных, прошу прощения, взять объемы поставок и разделить вот на эти цены. Точнее, разделить эти цены на объемы поставок, чтобы получить что? Доллары за 1000 кубических метров. И тогда, знаете, бездны откроются. Но к этим безднам, которые откроются, нужно делать оговорки, что хоть это один рынок, и там один принцип ценообразования, биржевой, но может быть разный шаг, в рамках которого, по контрактам, в рамках которого пересчитывается цена на газ на вот данный период времени. Может быть большая зависимость от текущих биржевых котировок, текущих, то есть актуальных на данный момент, а не те, которые были в прошлом или в позапрошлом квартале. И вот эти факторы могут влиять на цену, которую вы увидите вот в этих рейтингах. То есть о чем эти рейтинги в данном случае говорят? Вот лично мне они говорят о том, что четвертый, по-моему, раз повторяю, если не четвертый, напишите в комментариях, какой раз я повторил этот тезис, что российский газ просто очень дешевый, страшно дешевый, ультра дешевый. А мы, ну как бы вот, мы в России дурачки, которые продаем газ очень дешево. Я, кстати, очень рад, что руководство страны стало делать оговорку о том, что относительно дешев наш газ. И это правда, относительно он дешев.
в отдельные периоды времени он относительно дешев. Но самое главное, наш газ в рынке. И вот этот рейтинг лишний раз это доказывает. Что по сути он примерно столько же, сколько газ, который закупили в Штатах, стоил. Почему именно в этом месяце именно так получилось, это нам не суть важно в данной ситуации. Важно, что мы поставили где-то 4,5 миллиарда кубов, и вот такая цена получилась. Другие поставили меньше, у них примерно та же цена и вышла. Все желающие, опять же, могут зайти на сайт Евростата, либо ко мне в телеграм-канал и поискать по запросу Евростат. Наверняка вы наткнетесь на соответствующие ссылки. На объемы потребления, на объемы поставок, на объемы импорта, в общем, и можете посчитать самостоятельно, проверив вот эти все тезисы. Если уж мы по деньгам вдруг оказываемся в лидерах, то, наверное, вот тезис о том, что наш газ просто дешевый и поэтому его надо покупать, он не в полной мере состоятелен. У нашего газа есть совершенно другое преимущество перед любым другим поставщиком. Наш газ, когда никто не впадает в истерику, никто не взрывает наши газопроводы, наш газ надежен как товар, который будет доставлен в срок и в необходимых количествах. Сколько бы этого газа вам не потребовалось бы. Но ввиду нынешних условий у нас и возможностей чисто технически поставлять газ стало меньше. И потребности Евросоюза, или точнее Европы в целом сократились, знаете, так, процентов на 25 примерно относительно показателей 2021 года. Когда они вернутся к прежним показателям, неизвестно, тем более, что даже нынешние цены, которые были вполне посильны еще 10 лет назад, воспринимаются как «ой-ой-ой, ужас-ужас, что же происходит, какой кошмар», и так далее. И прочие слова, которые подобает говорить в данной ситуации. И прям последнее. Когда мы видим вот эти вот котировки, когда мы видим цены оптовые, цены за 1000 кубических метров газа, которые поставляются на каком-то там направлении, мы видим, еще раз, оптовые цены, мы видим котировки, мы не видим цену, которую получает конечный потребитель. А вы знаете, еще лет 10-12 назад конечный потребитель при оптовой цене газа там долларов 400-450 мог иметь конечную цену в 800 и в 1000 долларов за 1000 кубических метров, если мы говорим про территорию Европейского Союза. И Великобританию. Вот на этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего. До свидания. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в моменты неопределенности с Ютубом подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на телеграм-канал уважаемого Александра Фролова. Спасибо, до новых встреч. Да, и подпишитесь, если можно, на телеграм-канал Инфотек и заходите на сайт Инфотек, там публикуются статьи отраслевых экспертов, включая Бориса Леонидовича Марцинкевича. Вот, надеемся, на следующей неделе выйдет заключительная статья из его цикла о том, как БРИКС создает собственное МАГАТЭ. На сегодня все. Всего хорошего.